психоанализ. Что нужно понимать? У нас есть сознательное и бессознательное. Сознательное – это 30%, верхушка айсберга, бессознательное – 70% под водой. Мы ничего про это не понимаем. Там находятся чувства, мечты и фантазии. Это то, что мы не контролируем. А Путин руководит страной 30% сознательного или 70% бессознательного? Я думаю, что он уже за русский путь, поэтому да? это не поддается анализу. Русский путь сознательный? Безусловно. Безусловно, все, отлично. Коллективное и бессознательное. Всем привет, меня зовут Аня, мне 18 лет. Мое окружение очень яро намекает на то, что отсутствие молодого человека – это не совсем норма. За 18 лет у меня не было серьезных отношений. До определенного момента меня это не волновало, так как какая разница, кто и что думает. Но со временем мне действительно стало казаться, что со мной что-то не так. Как говорится, если человеку 100 раз сказать, что он свинья, на 101 раз он скажет: я свинья. И еще больше ситуация обостряется, когда мой папа спрашивает, почему у меня нет молодого человека. А мама считает меня капризной и придирчивой, так как после первого свидания перестаю общаться, если мне с человеком неинтересно. Что вообще так адекватно, блядь. Из-за этого давления меня иногда накрывает. Я начинаю думать, что и в самом деле навсегда останусь одна. Если честно, очень хочется послать всех к чертям. И именно так я делаю большую часть времени, но это давление все равно дает о себе знать. Вопросы и комментарии летят со всех сторон, но особенно обидно слышать их от самых близких. Чувствую себя после этого неполноценной. Вы простите, но мне очень весело. Меня убивает фраза: «За 18 лет у меня не было серьезных отношений». Милочка, ты на серьезные отношения имела право максимум последний год. Но нет. Я имею в виду за 18 лет. Ты всего 18 лет. Тут нельзя говорить за 18 лет. Ну, даже я не буду говорить за 40 лет. У меня были серьезные отношения, но не за 40 лет, а за последние 20. Ну, я не знаю, что. Тут, наверное, какой-то первый какой-то столкновение с первой взрослой сложностью какой-то, нет? Ну, такой душевно-моральной, я имею в виду. Во-первых, с какой-то сложностью столкнулись родители, которые считают, знаешь, вроде обычно родители, особенно отцу, да, ну, сидит дома, знаешь, не бегает там к ребятам. Вроде как наоборот хорошо, да, то, что уже 18 лет родители ей многократно намекают, что... Ну, тут возникает фантазия, возможно, что как будто бы они боятся, что, может быть, ей не нравятся мальчики. Не, возможно, это тот случай, когда родители хотят наконец-то пожить для себя, и такие: дочь, ты вообще там, да, куда-нибудь сваливать собираешься, нет? Мы тут с мамочкой решили... Прям вообще никто не нравится. Мы тут с мамочкой решили хорошенько потрахаться. Я бы хотел себе таких родителей, не? Ну, вот таких вот. Которые... Нет, меня устраивают те, которые у меня есть. Я говорю: мама, все нормально, я не собираюсь тебя менять ни за кого бы то ни было. Не знаю, слушай, ну очень рано, ну 18 лет, у тебя нет молодого человека, да это нормально, нормально. Ну, она-то и думает, что нормально, но видишь, родители считают, что ненормально, окружение считает, что ненормально. На самом деле очень тяжело сохранить себя и не идти на пути, на поводу окружения. Опять эти родители? Ну окей, да, есть родители, да, я говорю, к родителям есть вопросы, чего они боятся, что у них за страхи, да, иногда... Самое забавное для меня, мы 2 письма назад читали письмо женщины, да, которая говорила: он встретил эту девушку. И она все сломала. И она нам все сломала. А тут, например, такая: так, ну-ка иди встреть какого-нибудь типа, который нам все сломает. Что-то мы давно не нервничали, мне не хочется кого-то ненавидеть, с тобой постараться. Короче, вопрос к родителям, чего они так боятся, что они ее дергают 18 лет по поводу отношений. Да, это можно только фантазировать, чего они боятся. Я не знаю. Возможно, как? Ну, наверное, как любой родитель. Мы же не знаем, опять же, психотип этой девочки. Да. Может, они переживают, что она, не знаю, слишком слабая морально, и поэтому может встретить в жизни какой-то не тот член, который разрушит ей жизнь и так далее. Поэтому они хотят отдать ее, ну, в руки хорошего члена. Ну, это опять ожидания от родителей и их представления. Ну, в общем, да, вопрос-то к родителям, безусловно, а в плане того, что 18 у нее еще не было серьезных отношений, я тоже считаю, что это абсолютно нормально. Во-первых, у всех происходит созревание в разное время. Это гормональная история, да. И зачастую, то есть девочки начинают встречаться с мальчиками, ну вот
первые разы либо из любопытства в лучшем случае, либо потому что все встречаются. То есть еще нет... ну вот у меня, например, то же самое было. Я точно помню, что на первом курсе института я встречалась с парнем, потому что в компании... Ну, то есть он мне был все симпатичен, да? Но в компании все встречались. То есть когда там на втором курсе института я уже встречалась там с другим парнем, потому что я хочу именно с ним быть, да? И это совсем другое чувство. Ну, то есть ты это чувствуешь всеми, там, я не знаю, клеточками своего тела, да, осознанно и безосознанно. Ты понимаешь, что ты хочешь, ну, в паре находиться с этим человеком. А это было вот из разряда как все. Так вот, я хочу сказать, что абсолютно точно не нужно никуда торопиться, если нет любопытства еще, да, и совершенно не обязательно делать как все, пока не появится желание, совершенно она никому ничего не должна, и это нормально. Идентичность формируется со временем. Это нормально, что она ищет себя и пытается понять. Да, ну, во-первых, мы не знаем географически, где она находится, да, в нашей стране есть регионы, где общественное очень сильно давлеет над личным, безусловно. Да, и там да. действительно, если какие-то девчонки, которые до сих пор ходят с такой челкой из 90-х, ну, да, с парнем, у которого есть мотоцикл, они такие, ты что, у тебя что, нет мужика, который сможет набить ебало другому мужику из-за тебя? Ты что, ты... Я вот про что говорю. Это, знаешь, это как мне какая-то женщина комментарий написала, я охренел, я так расстроился за то, что люди так думают, да, не за то, что она мне его написала. Когда она мне написала, типа, слышь, ты что себе позволяешь? Ты чё, мол, так себя ведешь? Ну-ка, будь как все. Я аж такой, бля. Ну, представляешь? Представляешь, где-то есть люди, которые всем транслируют, типа, эй, будь как все. Ты не чё? высовывайся, тебе что больше всех надо. Да, уже 30 лет прошло с того момента, как не надо, не надо бояться того, что можно не быть как все, а люди живут с этой ностальгией о том, что вот как раньше было хорошо. Не надо было рвать жопу, чтобы чего-то добиться. Просто все те, кто хотел рвать жопу, просто были как все. Представляешь? Насколько вот эта твоя собственная лень, насколько она над тобой давлеет, что ты начинаешь на других людей транслировать, ты что выделяешься? Ты что, английский учишь? Ты что, хочешь познакомиться с каким-то испанцем, который тебя в жопу будет драть? Понимаешь? Ну, я уверен, люди так думают, в этом ключе. Ты что там? Ты зачем математику? Ты зачем знаешь числа больше 15 тысяч? Ты, блядь, что, собрался получать 16, что ли? Ну, понимаешь, в этом ключе. Будь как все. Это так ужасно прозвучало. Я думаю, откуда у такого человека доступ к интернету? Я бы, если бы я вот со своим сейчас сознанием был бы этой девочкой в 18 лет, возможно, я бы даже захотел бы настолько пойти против общества, что я бы влюбилась бы в какого-то парня, но специально бы не была с ним, чтобы побесить всех вокруг маргиналов, которые такие, у тебя что, нет парня? Ты что, не такая, как все? Фу, блин. Руслан. Не переживай, ты найдешь самый лучший член своей жизни. Он будет идеальный. У всех вправо или влево, у тебя будет прямо. Поняла? Ты, будешь хвастаться перед подругами. Ух. Такая наливная голова будет. Аж завидую. Я вот так хочу противостоять. Тебе столько протеста. Я так хочу, да, я вот так хочу протестовать против общества. Это какой-то ужас. Я, возможно, вот, ладно, плевать, ну что, ради этого же была передача. Я, возможно, когда-то пососу член в знак протеста. Понимаете? Вот возможно, я не знаю. Это будет последний день в моей жизни, но... С другой стороны, депрессия у тебя уже была? Да. Ты понял, что это такое? Но иногда так хочется людей позлить в их вот в этом ограниченном мире. Более того, я знаешь, что думаю? Я думаю, я пососу этот член, а они в это не поверят. Они скажут, да не может быть, Господь бы не допустил. Это новое мороженое от Баскин Роббинс, блядь. Теперь на человеке. Короче, девочка, вообще, тебе только 18 лет. Если бы мне было 18 лет, я вообще никакого внимания бы не обращал. Живи своей жизнью. Но согласись, да, что мы, если мы уже говорим, чтобы посочувствовать, то тут можно посочувствовать, потому что действительно очень тяжело противостоять обществу. Конечно, тяжело. Для того, чтобы делать свой собственный выбор. Особенно, если думать еще о том, что помимо вот таких вот сообщений, да, которые тебе написали, вот тех подружек, там, я не знаю, родителей, которые говорят ей, еще есть идея коллективного бессознательного, когда, условно говоря, если все -1, а
ты 0, то рано или поздно ты тоже станешь -1. Да. Так работает большинство. Да. Очень тяжело все время плыть против течения. Знаешь, как это все овцы бегут во враг, ты не сможешь выбежать назад в этом стадии. Да? Ну, то есть по ощущениям. Поэтому это действительно большой труд, да, сохранять свою индивидуальность, находить свою идентичность и не идти на поводу у общества, у каких-то там этих принятых норм. И у родителей, понимаешь, у родителей. Отец говорит, что у тебя молодого человека нет. Ну, там еще мать говорит, ты потому что подружки. Капризная. Блин, вообще, у человека сформировался характер, а мать ее ругает за сформировавшийся характер. Как так можно? Ну, видишь, она еще говорит об окружении, то есть она смотрит, там у одной подружки есть молодой человек, у другой есть, и тогда зачастую 18-летний ребенок, который только формируется, может действительно задаваться вопросом, а может со мной что-то не так? Понимаешь, когда ты видишь, что у большинства по-другому, тебе кажется, что ты отличный, и ты это в 18 лет не воспринимаешь как индивидуальность, а воспринимаешь как отклонение от нормы, отклонение от большинства. Аня, вот поэтому, я тоже хочу сказать Ане, что каждый формируется так, как формируется, и действительно не нужно ничего делать, как делают все. Вообще, Аня, отсюда. А, кстати, зачастую вот то, что делают все, скорее всего, это неправильно. Неправильно, 100%. Нет, это правильно с точки зрения государства, но с точки зрения счастья вообще неправильно. Ну, честно, что ты сделай с этим. Не иди на поводу у людей, которые тебе говорят, что что-то не так. Если они тебе говорят, что с тобой что-то не так, наверное, в большинстве случаев, мы не берем какую-то клинику, в большинстве случаев это с ними что-то не так. Не может нормальный человек осуждать другого человека за то, что он не живет такой же жизнью, как и он. Возможно. Ну да, мы можем воспринимать критику, да, во всяком случае принимать ее к сведению, но когда тебя критикуют за твой выбор или твое нежелание быть с кем-то или не быть, то это точно только твое дело. Добрый день. Мне 26 лет. Моя история. У меня не было отца. Добровольно не хотел со мной общаться. В смысле отец. Он был, да? Потому что история, когда женщина родила ребенка без мужа, была только 2000 лет назад. Моя история. У меня не было отца, добровольно не хотел со мной общаться. Я всегда очень завидовала девочкам, у которых отец был. И когда я выросла, я стала искать его в мужчинах. Я хочу, чтобы этот мужчина заботился обо мне морально и финансово, несмотря на то, что я сама могу себе это позволить. Во время отношений мужчин это подбешивает. Они начинают раздражаться и высказывать претензии о том, что я маленькая. Никому это не нужно. Большинство хотят партнера, а не ребенка. А мне не интересны те люди, которым самим до себя. Я влюблялась в тех, кто проявляет заботу обо мне. Но потом им это надоедает, и они открещиваются от меня. Как мне быть? Как быть? Как позволить мне себя забыть? Так, давай, мы же не ЧБД, ну что ты. Что же мне теперь не петь? Да. Не петь, но не поэтому, да? Слушай, ну прикольно, смотри, здесь прям проекция, жесткое отсутствие отца, проекция на... Да, на взрослых мужчин. Я не справился с психологической формулировкой. Не довел ее до конца. Это проекция отца на Ольга. Слушай, ну как будто и самой, как зовут? Нет, 26 лет? Да. 26 лет. И самой девушке очевидно, что ей нравятся взрослые люди за заботу и опеку, которую она не получила от отца. Но у меня есть подозрение, что, в общем-то, всю злость и неудовлетворенность, которую она испытывает по отношению к отцу, она проецирует на этих мужчин. То есть, когда она говорит, что они меня оставляют, потому что не хотят партнерских отношений, они хотят ребенка рядом, у меня возникает фантазия, что она ведет себя как, не как, знаешь, типа молоденькая девушка, которая смотрит восторженными глазами, а как младенец, которому всегда мало и который не дает ничего взамен. Ну, типа капризничает. Нет, тут идея про брать-давать. То есть она не готова этим мужчинам давать вообще ничего. Да, то есть у нее вот этот кувшин злости по отношению к отцу, который она проецирует на этих мужчин, бездонный. То есть сколько бы они ей ни дали, ей всегда будет мало. И в связи с тем, что ей всегда мало, она и отдавать ничего не готова. То есть она даже формулирует, что я могу обеспечить себя сама. Казалось бы, зачем тебе
вступать брать, в отношения, да, брать в таком количестве, да, как будто это как черная дыра, но ей нужно найти того, который должен отдать ей все, что не дал ей отец. А это всегда безгранично, понимаешь? То есть ни один мужчина не может восполнить этот недостаток, который есть в ней. Поэтому я думаю, тут можно задаться вопросом, что она такое делает, что они ее бросают. Они ее оставляют, потому что они хотят партнерских отношений. Она сейчас помощи от тебя ждет. Она уже там набирает теплую ванну, ты что? Но это так работает. Ну, в смысле, окей, понятно, она жертва отсутствия отца и так далее. Она все это проецирует, все это объяснила, все понятно, она хочет только брать. На подсознательном уровне, на них, да. Да, она злится и так далее. Но, как бы, а что с этим делать? Ну, окей, вот мы это поняли, дальше что? Ну, я же тебе говорю, когда ты понимаешь свои ограничения, тебе уже становится полегче. То есть, если сейчас у нее есть идея в том, что ее бросают, то, может быть, если мы ей подскажем, что она сама что-то такое делает, что ее оставляют, то она задумается о том, как ей выстраивать отношения. Это не значит, что ей будет нравиться, что она перестанет проигрывать этот паттерн, да? Но она может его проигрывать более экологично для себя. И может в какой-то момент у нее сложатся отношения, если она подумает о том, что вообще можно перестать раздавать злость как Wi-Fi всем вокруг, а эта злость предназначена ее отцу. Не знаю, письмо можно написать отцу, можно его найти, позвонить ему, рассказать. Слушай, если 26 лет она ему была не нужна, с чего вдруг? Эй, батя, у меня тут проблемы с мужиками, может, что-нибудь сделаешь с этим? Вопрос да, дочь, я люблю тебя. Вопрос не в том, что он скажет, что он ее любит, а вопрос в том, что даже если ты высказался в одну калитку и сказал честно и до конца, как ты ненавидишь его, то ты можешь перестать хотя бы с такой интенсивностью раздавать эту злость остальным. Нет ощущения, что оттуда тоже захочется какой-то ответки. Просто так туда это раздать, и он такой, да и плевать. Да, но, к сожалению, придется столкнуться с тем, что тот отец, которого бы ты хотела иметь, его не существует, и никогда его не будет, и это реальность. И это тоже надо пережить, это очень тяжелая тоже травма, да, ну, как бы одно дело фантазии, другое дело встретиться с отвержением, но это придется, потому что, такова жизнь в конкретной ситуации, у нее не будет того отца. На самом деле, есть отец или нет, ты можешь поспрашивать у людей, я не знаю, ты можешь задать себе вопрос, такой, понятно, что наши родители, мы их любим такими, какие они есть, но если мы зададим себе вопрос, а каким бы, в твоем идеальном мире, да, там, не знаю, маленького ребенка, ты бы хотел видеть своего отца? Да? И, скорее всего, у нас у всех, да, не только ты, будут какие-то корректировки, и, возможно, даже не самые маленькие. Достаточно большие, И в этот момент мы столкнемся с тем, что вот этого отца, которого бы мы хотели, в нашей жизни не было и никогда не будет. А был тот реальный, совсем не тот, который был нужен, может быть, тогда, или хотелось его иметь. Точно так же в ее случае. Но я имею в виду, что это не какая-то такая, исключительная индивидуальная ситуация. Почти. Нет, понятно, что, да, у нее же ни одного, к сожалению, не на нее одну было плевать мужикам в этой жизни, естественно. Поэтому я говорю, когда она осознает, что вся эта ее злость, которую она отыгрывает на этих мужчинах, вся вот эта бездонность, которая в ней есть, она связана исключительно с ее отцом, и она сможет каким-либо образом, письмом, я не знаю, что она его там сожжет, это письмо отправит на что-то. Если его нету, просто куда-то написать? Да, конечно, ты можешь написать письмо, его на шарике отправить. Слушай, у меня вопрос. А не будет ли легче? Так. Я его спрашиваю в том числе из-за себя, да? В том плане, что я думаю, что моя следующая женщина, которая будет, и я думаю, такой вопрос. Не будет ли легче ей и всем другим людям, которые в скором будущем вступят в отношения, в первые же дни, в первое время признаться партнеру в каких-то своих этих проблемах. Грубо говоря, возможно, ее мужики даже не знают, что у нее эта проблема. Она просто себя вот так ведет. Они такие, да что с ней, такое, понимаешь? Да. А если в самом начале сказать, грубо говоря, ты мне очень нравишься, я хочу с тобой попробовать построить отношения. Но смотри, есть проблема. У меня, к сожалению, не было отца. Все предыдущие, потому что я вот такая, я там только беру и все остальное и так далее, и так далее. Во-первых, это будет честно, потому что мужик вначале может сказать, эй, я, наверное, тебя не потяну. Да? И ему будет легче, потому что он не будет потом еще полгода ходить и говорить, да что с ней, такое-то было вообще, что выпрыгнула из машины и куда-то делась. Понимаешь, грубо говоря. И она не будет страдать из-за того, что очередные отношения провалились, потому что она себя так повела.
Да, и это очень крутой уровень осознанности. Ну, то есть, в самом начале предупредить человека, смотри, у меня вот такие проблемы. Это не делает меня хуже, смотри, лучше, давай это мы данность. только немножко от крайности уйдем. Понятно, что это, знаешь, как прикол, не надо рассказывать все о себе на первом свидании. То есть, понятно, не надо... У меня вот такие проблемы. Нет, смотри, не надо выливать сразу свои проблемы на человека, это точно, да? Но что в тот момент, когда вы вступаете в отношения, и как вам там кажется, что что-то завязывается, иметь возможность сказать вот что-то ты сказал, это супер круто. Короче, здравствуйте. Небольшая предыстория. Мой папа хотел сына. В детстве почти не уделял мне внимания, а иногда, как мне казалось, игнорировал мое существование. Жили мы вместе. Я искренне не понимала, в чем я виновата. Блин, как сразу ребенок, да, я имею в виду, проецирует вот эту вот незаинтересованность родителей, типа я виноват. Удивительно. Я искренне не понимала, в чем я перед ним виновата. Работать пошла еще на 2-м курсе, чтобы избежать уговоров с протянутой ладошкой, типа папа, ну дай денежку и на зимнюю куртку. О, первый выпуск Смайла, красотка, подписчица. Колокольчики, лайки, вся вот эта поебота. Сейчас мне 23. Папа мной гордится, говорит об этом всем, но только не мне. И меня это раздражает, потому что он ни морально, ни материально меня не поддерживал в моих стараниях, детская травма и обида так и остались. Но почему-то я его жалею и пыталась наладить отношения, но он не особо шел навстречу. Вопрос. Как мои неидеальные отношения с отцом влияют на мою личную жизнь? Не раз слышала, что отношения дочка-папа определяют выбор спутника по жизни и адекватность этого выбора. Итак, вот ты как считаешь? Слушай, ну тут... я не знаю, сколько ей лет. 23, да? Ну, короче, мне кажется, грубо говоря, если вспоминать там своего отца, тут проблема идет о том, что, типа, он ее не хвалит и так далее. Нет, я спрашиваю твое мнение относительно того, как ты думаешь, насколько отношения девочки с отцом сказываются на ее отношения с партнером. Я не могу тебе сказать, потому что у меня в семье не было никакой сестры. У меня там только брат есть. То есть у нас сейчас у брата есть дочь, есть племянница, и я когда-то там через лет 15-16, может быть, смогу это сказать, да, каким образом это все проецируется. Пока у меня нет такого опыта, поэтому я ничего не могу сказать. И с женщинами, с которыми у меня были отношения, как-то, наверное, не сильно, что ли, они мне это там рассказывали или проецировали, поэтому... Я думаю, что да, конечно. Слушай, ну, отец для дочери, наверное, безусловно, первый мужчина, с которым она сталкивается вообще, нет? И понимает от того, как должен себя вести, либо как не должен себя вести. Поэтому не знаю. Слушай, ну это как будто самое очевидное, да, что отношения девочки с отцом проецируются на ее отношения с ее там мужчиной, и что это как-то взаимосвязано, и что как будто девочка находит мужчину наподобие своего отца, да, в той или иной степени. Но если говорить о том, как психоаналитики понимают, да, эту ситуацию, то в первую очередь то, какие у нас будут отношения с партнером, базируется на наших, неважно, мальчик-то это девочка, отношения с матерью. Потому что первые отношения в жизни у любого пола происходят с матерью, вот эти диадные отношения, да. И самое главное, насколько там есть в этих отношениях вот это ощущение доверия и нет тревоги покидания. Потому что это самое базовое, что может не давать человеку строить отношения с противоположным полом. Страх, что тебя бросят, страх, что тебя оставят. И именно в этой части ты можешь получить самый главный, я стараюсь простым языком объяснять, получить самый главный испуг, ощущение того, что ты не хочешь никак быть во власти другого человека. А любить другого человека – это быть в его власти. Ну, то есть скучать по нему, хотеть быть с ней. То есть ты попадаешь как будто в... То есть самое главное – то есть если у девочки с мамой были достаточно хорошие отношения, удовлетворительные, то, скорее всего, с партнером у нее будут удовлетворительные отношения. И психоаналитики часто говорят, что мы все, ну, то есть себе в партнеры, и мальчики, и девочки, выбираем лучшую версию нашей матери. Откуда стереотип про то, что девочка ищет себе... Вот смотри, дальше, если ты посидишь своей мыслью, довольно часто девочка действительно выбирает копию отца, например, в патологической ситуации, когда она выбирает либо
алкоголика, да, вроде ты, ну, как будто бы нет, но тогда есть идея, что его я все-таки спасу, его я все-таки изменю. Своего отца не смогла, да, алкоголика, наркомана, там, изменщика, а вот этого я все-таки исправлю. То есть это попытка, да, например. Еще проблема в том, когда девочка выбирает точно такого же, как отец, это значит, что она не отделилась от матери. То есть как будто бы у нее нет другого выбора, и она, не отделившись от матери, может сделать только точно такой же выбор. То есть это не в плане, что она хочет как батя, а в плане она хочет мужа, как у матери. Да, я понял. Ну, то есть я просто... Ну, типа, как будто нам с матерью с ним жить. Ну, как будто бы ты такая же, как мать. Я про это и говорю. И поэтому ты выбираешь такого же, как выбрала мать. Поэтому тут немножко сложнее. То есть отец, безусловно, влияет на формирование девочки, потому что отец влияет на формирование девочки женской сексуальности. То есть отец должен восхищенными глазами дать понять невербально, да, девочке, что она классная. Ну, то есть это про самооценку. Ну, понятно. Ну, и там про сексуальность просто тоже Блин, немножко... про мать жестко, нифига себе. Правильно вас в средние века топили, как ведьму? Вас это кого? Женщин, не ему, смотрите. Ну, оказывается, мать всю. Обалдеть, да? Понимаете, вот как так? Виновата женщина, а все спихивают всегда, блядь, на мужика. Ну, ты еще сказала, виновата мать всегда. Ну, не виновата, а нет, типа не виновата, влияет понимаешь? мать. А все такие, это потому что мой батя был. Смотри, да. там нет... А батя вообще такой, да, нормально речь был, не да. о вине. Смотри, никто не обвиняет, речь не о вине. Просто мать наделяет своего ребенка психикой. То есть ребенок рождается, да, вот он точно так же, как он формируется физически, он также формируется психологически. И в первые там месяцы, в первые, ну там, прям первые несколько лет мать своей психикой, то, как она реагирует на плач, то, как она реагирует на потребности ребенка, там вот это вот есть связь, наделяет ребенка своей психикой. Какая есть психика, такое наделит. Какие она умеет взаимоотношения выстраивать, такие и будет. То есть это не то, что ты специально там что-то делаешь, чтобы у твоего ребенка там в год произошло вот это страх покинутости, и потом вот у нас там огромное количество писем, 26 лет, 28 лет, 35 лет, никогда не было отношений, вообще не знаю, как это бывает, особо никто никогда не подходил, да и я, в общем-то, не то, что там звезда мультипликации, а вроде хочется семью, а вроде вообще не знаю, что с этим противоположным полом делать. Вот, пожалуйста. Это когда страшнее быть в отношениях, чем быть одному. Угу. Вот такая вот веселая история. Так а с батей-то что? Она-то тут все про батю пишет. То ты совершенно верно подметил в этом письме. Когда отец физически присутствует, но игнорирует, да, или отец уходит, у ребенка возникает ощущение, что с ним что-то не так. Угу. Что ушли от него. То есть задача... Да, вот это вот, что я искренне не понимала, в чем я виновата. Прикольно, как ребенок такой, типа, ну, для ребенка, видать, любой взрослый настолько авторитетен, что он думает, что это не взрослый что-то неправильно делает, а что это я виноват. Если уходит, то ребенок думает, что ушли от него, а если отец не обращает внимания, в чем я виновата, что я родилась не мальчиком, да, или что-то со мной не так, что другие отцы своих дочерей любят, а меня не любят, значит, со мной что-то не так. И тут первый шаг понять, что вообще невыносимо для ребенка, что на самом деле отец просто... специфический человек. Ребенок это уже понять не может. Нет, ребенок не может. Но сейчас ей нужно признать, что ее отец очень специфический человек, а не с ней что-то не так. Так понятно, она же вроде бы как будто бы это и признает. И она говорит, что мне его жалко, и я попыталась наладить с ним отношения, но он не идет условно на встречу, да? Да. Как любой в целом старой закалки мужик, который такой, эй, со мной вообще все отлично, ты что, смотри, мне 60 лет. Ну хорошо, тогда если ей вопрос, как это может повлиять, высока вероятность, что вы будете влюбляться в мужчин, которые вас отвергают. Слушай, тогда получается, так как ты говоришь, что характер закладывается в первые пару лет, да? От матери. И она как будто бы, то есть это может сделать неосознанно. Ну то есть... В целом, я думаю, до того, как люди об этом стали говорить, то есть для меня вот лично это вообще новейшая информация. Это самая новая информация, которую я получил там, за последнее время. То есть до этого люди ее даже не знали, даже не обращали на это внимания. Возможно, я думаю, что многие люди воспитали сотни миллионов человек в первое время, вообще не обращая на них внимания, потому что думали, в смысле, когда он будет адекватный, тогда я начну вкладываться в его там... формирование характера. А сейчас ему, что он хочет? Сиську, соску. Ну, понимаешь?
Когда такие, лишь бы усыпить его, еще чего-то. То есть, ну, несознательно это все. Это и происходит несознательно. Есть какие-то вещи, когда, ну, родители допускают ошибку. То есть, почему, допустим, у Винникота есть термин «достаточно хорошая мать». И он говорит о том, что если мать отсутствующая, ну, которой нет рядом с ребенком, он плачет, она не подходит, это плохо. Да? То есть ребенок в аффекте, он вообще не понимает, что с ним происходит, малыш не понимает, то ли он злится, то ли ему больно, то ли... Ну, то есть всемирный ужас, да, у него, и матери рядом нет, и страх вот этой покинутости, и вообще непонятно что. А есть сверхопекающая мать, что тоже очень плохо, потому что зачастую это тревожные женщины, которые свою тревогу передают ребенку. А как быть? Поэтому достаточно хорошая мать – это оптимально. То есть не надо быть вот этой трясущейся, да, чтобы ребенок… Ведь ты же наверняка знаешь, что есть люди тревожные, да, знаю, такие конечно, суетные. что, да. Ты рядом, ты просто с ним обедаешь, сидишь, и уже к середине обеда ты уже сидишь весь трясешь, пожалуйста, перестань вставать, садиться. Ну, то есть это передается. Точно так же это передается тем более, представляешь, маленькому организму от матери. Поэтому... У меня это новость, что, оказывается, так неосознанно это можно сделать. Навредить так неосознанно. Ну, конечно, если ты... Когда ты думаешь, что, типа, да, эй, это же всего лишь болванка, ну... Он просто вот плачет, смотри, потому если что ты хочет тревожный, есть, ты передашь тревогу ребенку? Ну, конечно. Ты же неосознанно это сделаешь. Мне казалось все время до этого, что, да, своему будущему ребенку, я такой, да я вообще лет первые 5 не буду к нему подходить, ну что там такого? Когда он начнет уже что-то понимать, тогда я там буду вести с ним суперсерьезные разговоры. В этом возрасте отец нужен ребенку только в том плане, чтобы слегка отвлекать маму. Ага. То есть вообще, ну как бы мать с ребенком в контакте, да, конечно, то уже едет крыша. Мало того, ну то есть почему женщины говорят, что у них ощущение, что ребенок все высасывает, вот про это вот, потому что ты еще, помимо там, если ты кормишь, не кормишь, ты его психикой наделяешь, ты все время в контакте вот с другим, ну, ты немножко находишься в измененном состоянии, поэтому почему очень важно, когда есть хотя бы несколько часов в день мужчина, с которым у тебя есть контакт, потому что ты с этим ребенком вот в этом состоянии, если у тебя есть возможность отдать ему этого ребенка и уйти на полчаса в ванну, это самое крутое, что отец может сделать для своего ребенка, дать выдохнуть матери. Да, но в этой связи в первые годы. Я подумал, как... Смотри, я сейчас, может быть, не сюда, но коль уж пошла эта ветка, как круто тогда, наверное, поправь меня, если я не прав, как круто все-таки детей прогнозировать. Сейчас я тебе объясню. Планировать. Планировать, ну да, ну прогнозировать с точки зрения... это осознанное желание, да, и планировать, выбор что сейчас мы там условно, мы сейчас как семья в жопе. Ну, грубо говоря, мы трудимся на 18 работах, мы пытаемся выплатить какую-то ипотеку, у нас маленькая квартира, сейчас еще появится условный ребенок, невзирая на то, что мы хорошие люди, будем его любить, все равно это раздражающий фактор, и типа, дабы не, как ты говоришь, если в это первое время, дабы не вложить в него всю вот эту вот, ну, ужас, да, ситуации, которая с нами происходит, может, мы сделаем это чуть попозже. Смотри, да и нет. Конечно, чем условия лучше, да, тем мы психологически, в общем-то, расслабленнее, да, и, наверное, планировать всегда лучше, чем не планировать, хотя в жизни бывают разные, и ты ни от чего не застрахован, знаешь, планирую, не планирую, опять же, тут, знаешь, планы могут быть. Ну, понятно. Но, смотри, вопрос в том, что внешняя среда, да, и там внешний кризис, там, финансовый или какой-то еще, он напрямую не воздействует на твою психику. То есть, условно говоря, тебе может быть чуть сложнее, да, но если ты не тревожный по сути своей, то как бы тебе сложно не было, ты эту тревогу не переживаешь. То есть психика не настолько лобильная, что там нехватка денег, да, или какой-то конфликт сразу тебя вышибет, что ты не сможешь, ну... Нет, естественно, я сейчас говорю не про тех людей, которые, я не знаю, самураи жизни, которые, что бы ни произошло, они такие, у них все спокойно, они такие, завтра все решим. Ну, то есть, я наоборот, это возвращаясь к той еще передаче, да, что я наоборот рад, что вот я, как я тебе уже говорил, что я проецирую, что я вот сейчас готов. То есть в ближайшее время где-то появится эта женщина, и все, я такой, я войду спокойно в эти отношения, понимаешь? Как ты говоришь, она будет говорить, эй, мудак, займись ребенком часа 4, мне надо полежать в ванне и просто охренеть. Я говорю, конечно, вообще без проблем. А раньше бы я, наверное, такой, ты че, женщина, займешься ребенком, я зарабатываю деньги, понимаешь? А сейчас, наоборот, такой, да, тем более узнав эту информацию. Я, наоборот, буду подходить, эй, оставь его спокойно. Отойди. Зачем ты приковала себя к коляске? Не надо, я все сделаю. Это его ребенок тоже. Все нормально.
Ну вот, я говорю, что понятно, что там в жизни ребенка там папа появляется там в 2,5-3 года, ну как что третий какой-то. Ты хоть представляешь, насколько сложно в это поверить? Вот даже я сейчас человек открытый к новой информации, я сижу и думаю, а не прибрехиваешь ли ты? Понимаешь? Ну, в том ключе, что это не то, что вам там в ваших вузах есть у вас там такой семестр, да, где вам преподают вот эти вот, ну, как сказать, запутанные вещи, которые накладывают на людей вот этот ореол загадочности, типа, вот это они умные, блядь, понимаешь? А это все, типа, это неправда, просто вот это выучите, это говорите, и все будет нормально. Ну, то есть мне тяжело это осознать, что вот настолько в первые годы формируется характер, понимаешь? То есть я-то все свои проблемы, которые у меня есть психологические, ищу где-то в подростковом возрасте. Я такой думаю, наверное, вот тут это сломалось, наверное, вот тут, наверное, вот тут, наверное, вот тут. То есть я там 6-7 лет даже не рассматриваю. Ну, ты не рассматриваешь, а я тебе говорю, что в первые годы закладываются самые основные вещи, то есть как ствол у дерева. Да? Понятное дело, что там и в 5, и в 6, и в 7 в подростковом, в зависимости от среды, что с тобой происходит, какие у тебя родители, да? Какой ты сам вообще, в принципе, по темпераменту родился. Да? То есть, понимаешь, это, безусловно, все влияет на дальнейшую жизнь, но на психическое устройство какие-то самые основные вещи, да, они действительно закладываются в самом раннем возрасте. Да. Возможно, вам надо поговорить с матерью, а не с отцом. Возможно, батя такой, человек вообще не говорит, моряк, что... первые 2 года она с тобой была, я появился чуть попозже. Нас захватили сомалийские пираты, я 3 года был в плену. Так она не говорит, что у нее есть право, она спрашивает, чем это чревато. И я рассказываю, как это устроено. Все это интересно.